Друзья, вот это вот Tapo C720. Одна из самых крутых камер. Я, кстати, в нее специально смотрю, потому что оригиналы этих видео будут выложены в описании под этим видео, для того, чтобы... Я кстати, на себя смотрю через приложение, то есть, потому что оригиналы этих видео будут выложены специально для моих подписчиков. Для того, чтобы вы могли оценить, насколько эта 2К камера снимает. И, кстати, мы сразу видим с вами, вот я отхожу, мы сразу видим с вами, можно ли записать номер машины или нет. А записать можно, что самое интересное. Теперь смотрите, чем уникальна камера. Камера является у нас полностью регулируемой. У нас есть датчик движения. У нас есть два вот таких вот две LED-лампы мощностью, давай я отойду, потому что меня ослепит, мощностью 2800 люмен. Вот так вот там сейчас как раз съемка. И она и звук пишет, и даже искусственный интеллект здесь есть. Ребята, тут еще есть одна фишка, про которую я сейчас скажу. Это ночное видение, при этом с детектом движения. А еще знаете с чем? С сигнализацией. Сейчас, так, это микрофон. Сейчас мы с сигнализацией. Слушайте, вот такая вот. Вот так вот. То есть, если настроить и задетектить, то тревогу можно включать еще и по зоне, вот можно настроить зону действия, но об этом сейчас давайте. Ой, блин, видите, можно включить автотревогу, он будет реагировать на движение. Например, если у вас двор, и там никого больше нет. И плюс он еще и собак детектит, и машины детектит. И вот это все в куче, вот это все вот в этой совокупности, вот это Tapo C720, это очень-очень-очень крутая камера. Поэтому на канале Технозон с обзором. Сейчас мы, слушайте, да, на канале Технозон с обзором поехали, подписались, нажали колокольчик, а мы сейчас пойдем ее распакуем, посмотрим, что заявляет производитель, а потом вернемся и уже досмотрим с вами функционал. Так что переходим. Технозон. Все просто. Коробка, форма, камера с прожекторами, коробочка. Смотрите, сразу они подчеркивают 2800 люмен. Здесь у нас состав коробки, имеется в виду, что в коробке. Здесь очень много. И искусственный интеллект по определению, и ночное видение, 2К, 150 градусов. Но это мы сейчас все обсудим, когда перейдем на сайт производителя. Потому что нам интересно, что пока что внутри. Сама по себе камера, она выглядит именно вот таким вот образом. Смотрите. Есть два прожектора, они регулируются по наклону, по повороту, видите, то есть их можно именно просто регулировать. Теперь сама камера. Сама камера Tapo, 2К сенсор, детектор движения. Здесь у нас кнопка Reset, и под винтами у нас есть microSD-карту, вернее место для посадки microSD-карты. Сзади у нас есть контактная группа для питания 220 вольт. Здесь у нас все прорезиненное, здесь IP у нас защита. И смотрите, о чем идет речь про питание. Когда вы монтируете вот эту штуку, здесь есть контактная группа, куда он вставляется. То есть, по сути, заходит сюда, у нас контакты заводятся вот по факту здесь вот сверху, видите, сюда наклемник. Здесь вот такого типа клемничек есть. Здесь даже, видите, здесь даже есть уровень. Интересно сделано, вообще классно. То есть вы по уровню ее повесили, выставили, закрепили клемники, этот, и все, и потом включили уже клемник. То есть, а сверху резина здесь прижимает. Что у нас есть еще в комплекте? В комплекте есть все крепежные материалы для того, чтобы закрепить сразу правильно. То есть здесь вопросов у нас нет. Вы можете вот эту штуку прикрепить, можете вот эту штуку прикрепить. То есть крепится она на металл. Тут вообще никаких вопросов у нас нет. То есть если у вас прямые руки, вы закрепите сами. Если нет прямых рук, пригласите кого-то. Они вам помогут закрепить. Больше ничего нам здесь интересного нет. Здесь есть разметка. Ну, это уже такое. Это все мелочи. Пошли посмотрим с вами, пожалуйста, именно на сайт производителя, что они заявляют. А потом уже замонтируем и будем тестировать именно сами возможности камеры. Так что переходим. Tapo C720 умная камера с прожектором. Короче, чрезвычайно яркий прожектор на 2800 люмен, как заявляет производитель TP-Link. 2К QHD Live View и, что самое интересное, 150 градусов широта.
Имеется в виду, что это широкий угол, да, мониторинг 24/7, прожектор активируется по движению, кстати, сенсор 270 градусов, и плюс еще регулируемое управление прожектором есть. А еще, вот куда ж мы в 2026 году без ИИ, да, который обнаруживает машинки, животных и тех же самых людей. Локальное облачное хранилище IP65 защита от атмосферных явлений, это имеется в виду дождь, снег, такое, знаете, там пыль и все остальное. Яркий маяк высочайшего уровня безопасности. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, ну, про 2800 люмен мы уже поняли. Угол регулируемое освещение. Дальше искусственный интеллект и необычайно, ну, слушайте, опять, есть регулирование наклона, смотрите, плюс 180, 270, минус 180, короче, это очень прикольно. И вот именно для вот такого варианта я ее себе брал, у меня машина возле офиса стоит, и там вечно вечером темно, нет освещения, поэтому хочется, чтобы было освещение. ТАП C720, управление прожектором через приложение ТАПа, ладно, разумное обнаружение с тегами, есть сирена, звуковая сигнализация и зона активности. То есть ты можешь задать, если туда полезет колесо, она будет орать. Ну такое, да, посмотрим. Соседи спасибо скажут. Теперь давайте так. 1/3 дюйма прогрессивный CMOS сенсор, фокусный размер 2,1 мм, апертура 2,1, полоса видимости 153 градуса по диагонали, 134 по горизонтали, 77,6 по вертикали. Слушайте, ночное видение в полном цвете. Вот это интересно. Ладно, microSD карточка 2560 на 1440, разрешение до 30 FPS, кодек 264 и, кстати, улучшение изображения для DVR стандартное, 3D NR и WDR. Это вот DVR постоянно я встречаю. Ладно, есть Wi-Fi 2,4 ГГц и будем сейчас с вами его уже смотреть, что мы там намонтировали. Кстати, у него шифрование, вы поняли, 128-битная энкрипция, и хрен его взломаешь, эту камеру. Поэтому будем сейчас уже переходить. Ссылки в описании под видео, перейдете, почитайте сами. Ну что, посмотрели? Сейчас вы видите перед собой приложение. Смотрите, по настройке тревоги сразу, раз мы закончили по тревоге, настройка тревоги, есть сигнал обнаружения. Мы можем с вами ставить звук тревоги этой. Можем с вами, ну вот видите, при обнаружении событий. Давайте, сигнал обнаружения. Тип события сигнализации, например, обнаружение движения, обнаружение человека, обнаружение питомца, обнаружение авто, обнаружение перемещения и искажение камеры. Давайте выключим. Все. То есть, даже если будет какое-то искажение в камере, кто-то тронет камеру, он будет орать. Все это закрепилось. Ну, у нас вы сейчас видите кабель, я вам объясню. У нас будет крепление на ту сторону, потому что вот моя машина стоит, смотрите, и будет крепление на ту сторону. Я специально вывел кабель, объясню. Нам нужно с вами посмотреть на то, сколько она потребляет. Потребляет она в активном режиме 5 Вт, чтобы вы понимали. При включении, допустим, того же самого освещения. Сейчас мы с вами посмотрим. Давайте, мы включили свет. LED с полным ледом 26 Вт она потребляет. То есть, ну, мне просто здесь до нее легко достать, чтобы вы поняли, что ее можно настроить. И куда освещать? Ты показываешь, да? И куда освещать можно настроить, и видите, во всех направлениях. Что у нас есть еще интересного в самом приложении? Ну, во-первых, воспроизведение, загрузка. Я вам объясню. Можно на microSD карточку, но я себе купил подписку, стоит 109 гривен в Украине. В месяц можно годовую подписку купить. Я себе купил именно на эту камеру подписку. То есть для того, чтобы она сохраняла сразу в облако. У меня здесь постоянно работает роутер. Все на пауэрстанциях заведено. Даже если выключится свет, ничего не прервется. Ни роутер, ни... У меня роутер на оптике, и будет интернет всегда. И мы, по сути, с вами будем иметь автономную камеру, которая будет писать всегда прямо в облако. Даже если ее разобьют, украдут, там все что угодно сделают, в облаке всегда останется моя запись. Это очень немаловажный аспект. Можно записывать прямо на смартфон. Вот мы сейчас нажали записывать. Можно делать скриншот. А можно, кстати, микрофон камеры использовать, потому что слышно, и можно даже поговорить. Смотрите, 1, 2, 3. Слышали? То есть, если, допустим, подошел к вам курьер,
Вы можете с курьером поговорить через эту камеру, да, там, либо кто-то подошел, и там, кто, да, там, такая камера слежения, вы ее, конечно же, куда-то повыше разместили, но вы будете отлично видеть. То есть я сейчас смотрю в камеру, вы камеру качество видите. Конечно же, есть еще и ночная съемка. Ночную съемку вы тоже сейчас видите, как мы проводим тест. Мы просто-напросто вам показываем, как это работает. И вообще никаких вопросов у нас не возникает. Действительно, с ночной съемкой камера становится просто охренительно обалденным приобретением. Что у нас здесь есть еще в настройках? Есть настройки прожектора. Мы можем в плавное включение, выключение света включить. Можем таймер автоотключения поставить. Настройки автовключения, например, видите, у нас будет, как будет срабатывать прожектор. Здесь у нас настраивается угол действия. И можем от датчика, либо от камеры. То есть у нас есть и датчик, и камера. Плюс у нас есть расписание. У нас есть, видите, настройка видеоотображения. Можем поставить видео качество. Вот у меня, например, 2К, и можно поставить максимум 25 кадров. 1080p 30 кадров будет. Есть теги обнаружения, мы их поставили. И информацию на экране можем поставить формат отметки, отображать время. Можем текст какой-то поставить и отображать тех на экране обязательно. Тех лайф и скорость тоже можем поставить. Есть индикатор состояния, режим конфиденциальности, когда никто не будет видеть. Есть общий доступ, вы можете шарить с другими пользователями тапа свою камеру. И есть умные действия. То есть, когда вы покидаете дом, прибываете домой, и вы можете вписать в автоматизацию умного дома тапа. Кстати, мы когда-то делали обзор на умный дом тапа. И вот именно в этот умный дом тап можно чудесно вписать эту камеру. Ребят, шикарная камера. Есть обновление ПО, доступна новая прошивка, но это мы уже будем обновлять, когда ее установим. Шикарная камера. Рекомендую. Просто обалденная. Вот я в прямом восторге. Оставляю себе для пользования, для того, чтобы использовать для слежения за своей машиной. Здесь просто офис, такое место. С вами был Бабл на канале Технозон и Тапа C720. Пока.